Весна, Заречная улица. Ничего не напоминает? Здравствуйте, друзья! Сегодня мы в Вологодской области, в городе рыбаков, сталеваров и химиков, в городе Череповце. Уважаемые пассажиры, сегодня вас ждет увлекательная, всесезонная экспресс-экскурсия по нашему городу. Мы окунемся в историю города, посмотрим, как живут люди, посетим праздник 9 мая, посмотрим экспозицию военной техники в Парке Победы, увидим мотоциклы, участвующие в мотопробеге в честь праздника, полюбуемся видами на Октябрьский мост, увидим скульптурную композицию «Купец» и раскроем содержание Кодекса купца. Посетим дом главы города Ивана Андреевича Милютина. Прогуляемся по соляному саду с его сказочными персонажами. Отправимся в велопробег к Рыбинскому водохранилищу и освежимся в нем. Заедем на тропу здоровья. Зимний Череповец порадует вас конкурсом ледяных скульптур «Семья и Родина едины», видами на заснеженную Шексну. Ну а эпогеем нашей экскурсии будет праздник Масленицы. Ребята, ну что вы сидите? Цигель-цигель, алюлю. У нас всего 20 минут на город. Поскакали! Оперативно. Ну, мне тоже пора. Череповец, ранее Череповесь, Череповец. Расположен в месте слияния рек Ягорбы и Шексны. По славянской версии череп – высокое место, весь – поселение. Получаем поселение на высоком месте. В принципе, так оно и есть. Первое упоминание относится к 1362 году, когда преподобные Афанасий и Феодосий основали Воскресенский мужской монастырь. В 1777 году по указу матушки Екатерины II Череповец, как и Рыбинск, получил статус города. Население около 300 тысяч человек. В Череповец пришла весна, а значит пришла и рыба. И стар, и млад взяли в руки удочки. Хороши весной в саду цветочки, и еще лучше девушки весной. Встретишь вечерочком милую в садочке, сразу жизнь становится иной. Встретишь вечерочком милую в садочке, сразу жизнь становится иной. Наступил святой праздник для жителей России и бывших республик СССР – День Победы в Великой Отечественной войне. И сейчас мы в Парке Победы. В годы Великой Отечественной войны Череповец находился в тылу. Здесь выпускали авиабомбы, минометы, противотанковые ежи, фанеру для самолетов, кораблей, а также ремонтировали одежду бойцам. Из 19 300 череповчан и жителей района, которые ушли на фронт, не вернулся 7801 человек. 18 череповчан удостоены звания Героя Советского Союза. Это танк Великой Отечественной войны ИС-2, что означает Иосиф Сталин, поступил на вооружение в 1943 году.
В честь праздника прошел мотопробег байкеров из разных городов. В годы Великой Отечественной войны город Череповец был городом-госпиталем. Здесь насчитывалось около 30 госпиталей, где лечились раненые бойцы с фронта. Также ходили вот такие вот санитарные поезда. А это грандиозное сооружение Октябрьский мост. Вантовый мост через реку Шексну, соединяющий индустриальный и Зашекснинский районы. Мост был открыт в 1979 году и является первым вантовым мостом, построенным на территории РСФСР. Общая длина мостового перехода составляет свыше 700 метров. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Через дорогу находится акционерное общество «Русский бисквит». В былые времена на Воскресенском проспекте жили в основном купцы. У этого сословия благотворительность была совсем нередким явлением. Они помогали бедным и нуждающимся людям. Поэтому эту композицию назвали «Купец-благотворитель». В 1912 году российскими купцами и промышленниками был выработан документ «7 принципов ведения дел в России». Давайте ознакомимся с ними. Первое. Будь честен и правдив. Второе. Уважай право частной собственности. Третье. Люби и уважай человека. Четвертое. Уважай власть. Пятое. Будь верен своему слову. Шестое. Живи посредством. Седьмое. Будь целеустремлен. Мораль документа такова, что в погоне за прибылью не забывай, что ты человек. Этого человека чтут и уважают в Череповце. Под его именем выпускают продукцию. Это памятник бывшему главе города Ивану Андреевичу Милютину. О нем я расскажу позже. Камерный театр ведет свою историю 60-х годов 19-го столетия, когда при общественном собрании из господ-любителей был образован музыкально-драматический кружок, объединивший представителей интеллигенции, купечества и дворянства. Советский проспект выходит к Воскресенскому собору, то, что осталось от мужского монастыря, основанного иноками Феодосием и Афанасием, учениками Сергея Радонежского. Здесь зародился город Череповец. В этом милом уютном доме на берегу Шексны жил когда-то голова Череповца Иван Андреевич Милютин. Иван Андреевич был купцом, дворянином, промышленником, просветителем и благотворителем. Вот за этим столом вершились великие дела Череповца. Череповец называли северными Афинами, русским Оксфордом. Он реализовал в городе широкопрофильную образовательную сеть, которая охватывала все слои общества. Работали библиотеки, ставились спектакли, выступал даже симфонический оркестр. При нем появился городской общественный банк и общество взаимного страхования. Стал бурно развиваться бизнес и открываться новые предприятия. Способствовал прокладке северной железной дороги Вятка-Петербург через Череповец. Первый пустил пароходы по Шексне. После совместного обеда или ужина мужчины и женщины расходились в мужскую и женскую гостиную. У Ивана Андреевича было 6 детей, 3 сына и 3 дочки. В дамской комнате дочери Ивана Андреевича могли, например, принять своих подруг-гимназисток и обсудить с ними глобальные вопросы мироздания. Ну а здесь столовая, ребята. И, конечно, русский самовар. И патефончик у нас тоже есть. Давайте посмотрим обеденное меню этого дома.
суп из раков, финляндская форель натуральная, телятина с кореньями, холодно-заливное из куропаток, жаркое, пулярды и маленькие цыплята, салат, артишоки с горошком, горячее сладкое, мороженое и десерт. Это вам не чизбургеры кушать. Это настоящая здоровая еда. Семейная гостиная. А это музыкальная шкатулка, ребята. Друзья, а это спальня Ивана Андреевича. Мы видим спальню без излишеств. Каждое утро начиналось с молитвы. Любой городской голова в те годы должен был быть православным христианином. Вставал он рано, приводил себя в порядок и шел в кабинет работать. Да, друзья, это был мэр-легенда, можно сказать, эталон. Жил и работал для людей. Друзья, сегодня мы не на уроке химии, а в соляном саду, который был открыт в 1794 году головой города Иваном Андреевичем Милютиным. Привет, малыш. Друзья, посмотрите, какая крупная сирень. А запах... Ну что, друзья, сразимся в шахматы? Оп. А можно и в шашки. Чапаева. Хотя метро в Череповце отсутствует, но в соляном саду можно испытать неизведанное, покататься вот в таком вагончике метрополитена. Ну а если ты захотел ощутить себя ароматным чаем, то добро пожаловать в чашку. Друзья, но если вы любите читать, любите старые добрые книги, то, пожалуйста, библиотека для вас. Можете почитать, например, большую советскую энциклопедию. Здесь тоже она есть. Представляете? Друзья, а мы с Александром Сергеевичем решили приобщиться к прекрасному. Он читает свои сказки, а я большую советскую энциклопедию. Любители халявы, я нашел ее! Золотую рыбку. Она обитает в этом парке. Так что берите 3 желания и становитесь в очередь. Я за дедом, вы за мной. Ребята, а мы смотрим кино под открытым небом. Романтика! А сейчас мы отправляемся освежиться на Рыбинское водохранилище на популярном в Череповце транспорте велосипеде. Солнце на спицах синего над головой,
Ветер нам в лица, обгоняем шар земной. Ветры и версты, убегающие вдаль. Сядешь и просто нажимаешь на педаль. Даль-даль-даль-даль. 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 Ну что, ребята, добрались мы до Рыбинского водохранилища. Здесь оно, рядом, только свернешь с тропы здоровья. И все, ты уже на Рыбинском море. Так, только что-то какие-то ощущения непонятные. Чувствую, у меня что-то все стало квадратное. А правда говорят, что у велосипедистов не бывает простатита. Вечер, ребята. 10 августа. Лето продолжается. Рыбинское водохранилище в районе Череповца. Водичка, конечно, уже зеленая, но она уже в июне будет цвести. Так что нормально. Привет Рыбинску! На обратном пути мы заехали в одно интересное место. Сейчас мы находимся на известной в Череповце тропе здоровья. Здесь круглогодично череповчане поправляют свое физическое и психическое здоровье. Кто бегает, кто прыгает, кто ходит, кто на лыжах катается, а кто на турнике дрягается. Долго ли, коротко ли, а в Череповце наступила зима. Такая с морозами, с метелями, как в старые добрые времена. Есть в Череповце свои моржи. Как говорится, ныряй и будь здоров. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. Хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Друзья, за мной Ледовый дворец, в котором тренируется и играет Череповецкая Северсталь. Ну а если зимой соскучились по водичке, добро пожаловать в аквапарк. Друзья, узнаете сивку-бурку или конька-горбунка? А он ледяной, потому что мы на конкурсе ледяных скульптур «Семья и Родина» едины. Ну, полюбуемся этой красотой. Ну что, друзья, настало время провожать зиму, встречать весну, поэтому мы на русском народном празднике Масленица. Кто танцует, кто поет, кто по столбам лазит, а кто блины да шашлыки кушает.
Но вот мы подошли к апогею праздника – сожжению Масленицы. Люди раньше считали, что с сожженным чучелом уходили все беды, болезни, неудачи и напасти прошлого. Друзья, ну что, побывали мы в этом чудном промышленном городе в разные времена года, посмотрели его. Так что берегите себя, берегите семью, путешествуйте по России. С вами был канал Гид.По, гид Андрей. До новых встреч! Да, чуть было не забыл. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, а то продвижение на канале совсем буксует. Ну, счастливого пути!